Всем привет! Привет, друзья! Сегодня мы приехали на Аланийскую набережную. На заднем фоне Аланийский порт, откуда отходят все экскурсионные корабли, пиратские яхты. В данном видеоролике мы проведем для вас небольшую экскурсию по Аланийской крепости. Мы покажем вам Красную башню и судоверфи. Расскажем небольшую историю. А в следующем ролике мы покажем саму крепость. В второй части мы поднимемся наверх. Мы узнали про монастырь секретный, в который не попасть. И еще кое-что. Ну что, пойдемте углубимся немного в историю. Вот такие вот красивые корабли возят туристов на водные экскурсии, пиратские яхты. Там обычно проходят всякие развлечения для детишек, пенные дискотеки. Достаточно интересные экскурсии. Если кто-то ни разу не ездил, я советую всем прокатиться. Они делают красивый вид сверху, вы можете посмотреть с квадрокоптера. Сегодня мы вам покажем и расскажем немного о Красной башне. А в следующей части, в следующем видеоролике мы уже поднимемся наверх и расскажем о самой Аланийской крепости, о мечетях, о истории, кто построил, почему построил, зачем построил. Также вот такие небольшие яхточки проводят частные экскурсии. И такие яхточки также возят на рыбалку. Позади нас замечательный отель. Мы раньше думали, что он называется «Капитан Гулливер», а оказалось, это название переводится как «Капитанская палуба». Captain and Guverte. Опять же, он ресторан тоже, «Капитанская палуба». Тут они все. Да. По ссылочке выше вы можете увидеть обзор этого отеля. Особенно красиво ночью, когда смотришь. Да, потрясающий вид открывается на морской порт, на море. Итак, друзья, мы приближаемся к Красной башне. В 1226 году, после того, как сельджуки завоевали Аланию, их султан Аладдин Кейкубат отдал приказ возвести сторожевую башню Кызыл-Куле. У Алании уже были свои крепостные стены, но султан приказал их расширить и укрепить. Была сконструирована уникальная судоверфь, которая позволяла строить новые и укрывать существующие корабли. А чтобы оборонять крепость и в качестве опоры для новых крепостных стен построили знаменитую Красную башню. Впереди мы видим судоверфи. Сейчас мы пройдем туда, покажем. Стена Аланийской крепости, маленький пляжик, где отдыхают туристы. Безумной красоты цвет моря. Здесь какая-то интересная пещера, прям хочется туда залезть, смотреть. Да, но туда залезть, наверное, не получится. Можно сюда дрона запустить, как вариант. Да. Если, конечно, нас не арестуют. Также на горе расположены жилые дома. Сейчас строится запрещено на этой горе. То есть все, кто успел, построил свои жилища и теперь просто наслаждаются великолепнейшим видом из своих окон. А строить запретили, потому что начали разрушать гору. Бинокль. Здесь тоже архитектурный какой-то памятник. Якорь. Якорь я пытался поднять, но хотя бы шевельнуть. Да. С виду такой небольшой, но весит много тонн. Ну что, пойдем поднимемся наверх, посмотрим. Давай закарабкаемся. Сейчас полезем. По всему периметру крепостной стены расположены оборонительные сооружения. Вот такая катапульта. Вся гора как бы опоясана крепостной стеной в несколько рядов. Как только на город спускаются сумерки, вдоль стены включается подсветка, и гора буквально светится.
На территории крепости есть вот такой уютный, красивый ресторанчик с национальной кухней. Пушки. Смотри, какой камушек. Наверное, им раньше стреляли. Тяжелый. А это у нас апельсиновые деревья, да? Я понимаю, или мандариновые. Вон, валяются мандарины. Не ест. Пойдем на пляж, посмотрим, как там водичка. Вот такие маленькие мандаринки. Будут большие. А здесь собирают несколько раз в год урожай. Пройдем здесь по водичке. Красивое такое романтичное местечко. Маленький пляжик. Сейчас искупаемся, посмотрим, какая здесь вода, какой здесь песочек. А у входа в судоверфь расположено вот такое стенобитное орудие, которое представляет собой бревно, конец которого снабжен железным или бронзовым наконечником. Сельджукский султан Алла-ад-Дин Кейкубат приказал построить судостроительную верфь в морском порту Алании – Аллайе. Раньше этот город назывался Аллайе в 1227 году. Для строительства было выбрано наиболее безопасное место, надежно защищенное с востока Красной башней Кызыл-Куле. Спустя год работы завершились, и новая судоверфь стала использоваться для создания мощного средиземноморского флота, а также для ремонта, обслуживания и стоянки судов. Сегодня на территории старой судостроительной верфи организован музей. В доках установлены уникальные экспонаты, которые дошли до наших дней со времен правления сельджуков и Османской империи. В одной из камер можно увидеть средневековый подъемный механизм. В другой – остов корабля. В третий – высохший колодец.
4. Инструменты сельджукских корабелов. А в 5. Навигационную карту звездного неба. Все объекты имеют непосредственное отношение к кораблестроению и мореходству XIII-XIV веков. Из каждого дока открывается завораживающий вид на Средиземное море и Аланью. Ты куда собрался? Смотри, там не застрянь нигде. Какой-то узенький проход. Что я там видел, никому не скажу. Вид вообще классный отсюда. А там интересно, что? А здесь тупик. Туда почему-то не пускают. Ну, с другой стороны зайдем. Вход в башню. Заставили одеть маски. Такая дверь. Прям. Смотри, какая дверь. С тех времен осталась. Кто там? Мы-то всех закроемся. Ой, а здесь всякие надписи разные. Ну, как обычно, туристы. Руссо-туристы. Был исторический. Ага. Да. Тяжелая дверь. Порядка 40 лет назад, в 1979 году, на первом этаже башни был открыт этнографический музей. Его вы и увидите первым сразу, как войдете. Здесь расположен макет Красной башни. И макеты судов. И вот такие древние снаряды
Видимо, ими стреляли, ну или из катапульты, или из пушки. Черный, железный, его вообще не поднять. Я не знаю, сколько он килограмм весит. Ага, беленький. Чуть черненькие железные, беленькие каменные. Ух, какие ступенечки. Высокие. Вот такие бойницы в стенах на разных этажах, чтобы высматривать крадущийся флот недруга. Любопытно, что величина отверстий у них совершенно разная. Эта башня в момент осады могла вместить до 2000 человек. Есть направо. Есть налево. Есть прямо. Есть налево. Примерно на середине пути можно будет передохнуть, выйдя на крепостную стену. Ну да, наверное, здесь, когда нападал противник, в каждом этом окошке стояли воины. Что будем делать? Налево Здесь пойдешь? Направо. Есть налево. Давай налево, а ты направо. Посмотрим. Увидимся, нет? А если не увидимся? Ну, значит, сюда. Ты меня обогнала? Да. Сделано специально, чтобы много народу, когда двигают наверх, что вправо и влево. Верхняя терраса. По центру можно лицезреть горлышко цистерны, огромного резервуара с водой, который пронизывает башню по всей высоте. Это вторая, помимо оборонительной, функция башни. Здесь хранилась вода для нужд крепости и города. Воздухоотвод. Ну или не вывались. Вот смотри. Вот из этих решеток воины выливали горящую смолу на тех, кто их атаковал. Ну, кто поднимался по Да, стенам. кто пытался атаковать эту башню, лили горящую смолу. А с основания крыши можно подняться на самый верх к зубчатым парапетам, венчающих башню восьмиугольной короны. Ну вот мы поднялись на самый верх. Вид прям замечательный. Да, вид потрясающий отсюда. И из этих окошек дует такой прохладный ветерок. Да, как это. Сквознячки. Да. И здесь нашему взору представляется 360-градусная панорама, включающая в себя волшебные виды на море, корабли в заливе и прочие красоты. Так что всем советуем сюда прийти. Да, обязательно Ходить к посещению. Очень интересно для общего развития. Всем пока-пока. Всем пока-пока. До новых встреч.